Привет! Привет, неунывающие аудиолюбители! В первую очередь я обращаюсь к эдифирщикам, эдифиристам, любителям Edifier, точнее любителям компактных акустических систем, коробочных комплектов. Сегодня я хочу сравнить новинку трифоников от Edifier модель S355dB с прототипом модели 350dB. На самом деле я буду ее сравнивать с более продвинутой версией 350, это 351 модель. Они отличаются совершенно незначительно и похоже на то, что просто были устранены какие-то опции. Короче говоря, динамики, усилители, все там используется то же самое, поэтому по звучанию они заметно, вообще как-либо отличаться не будут и не должны, поэтому мне удобнее рассматривать именно ту модель, хотя сравнение мы проведем именно с параметрами и возможностями базовой 350 модели. Как вы полагаете, что подвигло Edifier и отдел маркетинга, который является заказчиком подобных конструкций, и инженерные отделы, весь их мозг, так сказать, на развитие этой линейки? То есть, что плохого было в 350 модели? То есть, компактная, небольшая, на самых популярных калибрах динамиков, хорошем соотношении между этими калибрами и, в принципе, довольно приличными параметрами, как для такой массогабаритной акустической системы небольшой и цены умеренной. Хотя это может быть спорный вопрос, я не знаю, сколько она стоила где-либо в разных местах. Я имею в виду, что на новую модель они могли заложить ее в свои планы, не проекты, только по какой-то серьезной причине. Давайте так, если уже глобально это все обсуждать, то, что произошло, то есть дистанцию между 350, выпущенной 10 лет назад, и этой 355, что произошло? Конечно, произошла смена электронной начинки. Кроме того, добавились интерфейсы и усовершенствовались имеющиеся, такие как, например, Bluetooth. И оказалось, что изменены динамики. И не просто изменены динамики, а изменен даже в небольшой степени их калибр, об этом чуть позже. И, соответственно, полосы разделов и так далее. К чему это приведет? Конечно, это приведет к другому звучанию. Не кардинально другому, но когда я поставлю вам тест, при прочих равных условиях вы послушаете, как они звучат. Правда, записаны они были в разных интерьерах, но в разное время, естественно, но при одинаковой установке, то есть соотношение полос, это все должно быть слышно одинаково. Да, так вот, изменение довольно серьезное на слух. Я полагаю, что звучит лучше, скажем так, ближе к оригиналу, чем прототип звучит новинка. Обзор 355 модели получил довольно много откликов от пользователей. Я поотвечал на какие-то вопросы, которые я смог. Но я бы еще хотел добавить интересную фенечку. У нее регуляторы тембров и низких и высоких частот никак не касаются работы среднечастотного динамика. Мидбаса, сателлитов, так скажем. А сателлиты там портированы, чего я лично не очень приемлю. Я бы предпочел мидбас в закрытом оформлении, но они бы тогда были больше габаритов, либо сшивку с сабвуфером нужно было бы делать выше, что, в общем-то, не козяво, не по-мальчуковски. Это надо бы пониже. То есть, они это и сделали пониже, и при этом сателлиты углубили их звучание, их диапазон, конечно, за счет этих самых портов фазоинверторов. Они потеряли при этом в скоростных переходных процессах, скоростных характеристиках, но приобрели глубину и позволили сшить с сабвуфером довольно прилично это все. Что я все буду голословно вам это все утверждать. Давайте рассмотрим сравнительную таблицу этих моделей. Давайте рассмотрим, в чем же отличие между этими двумя моделями в сухих цифрах. Перед нами тайный документ Edifier, который попал мне в руки, который позволяет сравнить эти системы прямо
от первого лица, от конструктора Edifier. Но тут пока описывается модель 355, а вот и табличка, в которой мы можем очевидно увидеть разницу. В двух цветах выпускается новая модель, в отличие от одного цвета. Прежняя это ладно, цена тут не очень ясна, что значит эти 3 икса, что там может стоять. И это наверняка будет решающим фактором для многих пользователей. По мощности. Тут применен триампинг в этой системе, то есть каждый динамик питается собственным усилителем. Итак, 15 Вт идет на твиттер в обоих системах, 25 Вт на мид-бас и в сателлите, который установлен, и 70 Вт имеет динамик сабвуфера. 1,5 дюйма титановый купольный твиттер новый, использован в новой модели, в то же время как в старой модели 1-дюймовый, но тоже титановый купольный твиттер. Но что странно, в документе, который был с 350 моделью родной, твиттер указан размером 3/4 дюйма, что в общем не совсем бьется с тем, что показано здесь. Разница, можно сказать, фатальная, потому что 1 дюйм, 1,5 дюйма – это в 1,5 раза больше, как вы понимаете, только диаметр. А 3/4 дюйма – это в 2 раза меньше этого. Что, конечно, должно сказаться на работе этого устройства, этого твиттера, который определит, собственно, частотные разделы, кстати. Кстати, чтобы не ходить 2 раза, не вставать, давайте рассмотрим, как это выглядит на графиках. Я их уже показывал в обзоре этой модели, однако уместно показать еще раз. Вот это вот идеальная, на мой взгляд, сформированная АЧХ мид-баса в сателлите, который установлен, без порта фазоинвертора. Друзья мои, я хотел просто показать сшивку с помощью этого графика. А вот твиттер, вот это вот баги моих измерений, пожалуйста, не обращайте внимания, там все в порядке, уверяю вас. И вот если сложить эти две кривые, получим вот такую вот картину, из которой очевидно, что срез достаточно низкий, стандартный, скажем, 2,8 как раз килогерца, что является оптимальным для нормальных компонентных аудиосистем в том числе. Это является стандартом. Нельзя сказать, что очень низко, однако увеличенный размер твиттера, видимо, на него возлагают какие-то надежды в этом плане. Что очень удобно их сшивать, как вы понимаете, это триампинг, то есть активное усиление, активное деление полос. Смотрите, как идеально выстроены эти кривые, какой чудовищный, какая огромная крутизна срезов. И это очень хорошо. Это говорит о том, что каждому динамику скармливается именно та полоса, в которой он может себя проявить лучшим образом. Собственно говоря, я вам покажу график, который я снял в ближнем поле, правда. Но сшивки, то есть уже микрофоном, просто АЧХ сателлита, от 500 Гц, потому что еще раз интересовала сшивка, которая вот здесь вот где-то происходит. И вы видите, что выглядит он просто изумительно. Итак, вернемся к нашему документу. По твиттеру понятно, 3,5 дюйма алюминиевой диафрагмой, мид-бас такой же вроде бы, к этому мы еще вернемся, использован, и 8-дюймовый длинноходный с пипиком, то есть пенополиуретан куполом, диффузором, использован динамик сабвуфера, только здесь он wireless, то есть беспроводной, а здесь он проводной. Не могу сказать, что это решающий фактор, я знаю точно, что это значительно наценит эту модель, то есть она будет дороже. Насчет задержки, которую люди были огорчены, которая возникает при беспроводной передаче от сателлита к сабвуферу, уверяю вас, что она ничтожна и не повлияет на общую работу системы. Ладно, частотный диапазон здесь указан на сателлита от 200 Гц до 40 кГц, в то время как в старой модели от 160 Гц до 20 кГц. Если поверху это непонятно, потому что тут слишком много, и непонятно, почему тут слишком мало. Меньше твиттер имеет больше шансов отыграть выше, но им виднее. Речь идет, видимо, о неравномерности в этой полосе. То непонятности вызывают вот эта цифра 200 Гц и 160 Гц. Если этот увеличенный твиттер, он мог бы копать глубже, а здесь он как раз очень даже выше заявленный его диапазон работы. Тоже думаю, что это все
зависит от неравномерности полосы, в которой он работает, поэтому так пришлось указать. И тоже возникла несуразность между диапазоном сабвуфера до 120 Гц он играет, так тоже играет до 200, спрашивается. Ну, здесь история попроще. Тут все вроде бы как согласовано, однако тут он вроде бы затюнен, настроен пониже, обещан диапазон от 41 Гц, здесь от 44 Гц. Разница, конечно, небольшая, но говорит о том, что динамички настроены по-разному. Хорез сертифицированная здесь есть, здесь нет, понятно. Входы, набор входов в обзоре мы рассматривали. Здесь добавлены USB-C, HDMI. Здесь их нет, они попроще. И вторая страница этой таблицы. Bluetooth-версия отличается. Здесь 6, здесь 5.1. Multipoint здесь есть, здесь нет. То есть можно вдвоем посылать сигнал на эту модель. На эту можно только по одному посылать. Набор кодеков вы видите. От 5X дики почему-то отказались, зато ввели LDAC очень хорошо. Управление, уровень сигнала, громкости, низких, высоких частот. Здесь то же самое. Remote Control есть и здесь инфракрасный. Тип дисплея LED OLED, MDF, корпуса в BX-системах, габаритные размеры. Сравните, пожалуйста, сами, кому какой размер более важен, скажем так. Ну, могу сказать, что сабвуфер, примерно одного размера, там в миллиметрах какая-то разница. Там можно даже анализировать с ножками ли этот размер или без ножек, сразу размер сэмплинга изменится. Ну и Edifier ConX Application здесь есть, здесь нет, что дает возможность легче управлять системой. Ну и вот самые эффектные места этой системы новой, в смысле 355, это и 3 ампет, и 150 Вт, но это мы уже знаем, и использованы динамики новые совершенно. End-to-end Digital, с начала до конца цифровой тракт с высоким разрешением аудио 3 ампет понятно, Hi-Res понятно, легкое управление и подключение вот по этим интерфейсам, которые мы рассматривали. Сабвуфер, кстати, работает в диапазоне 5,8 ГГц беспроводной, Bluetooth тоже понятно. Управление осуществляется регуляторами на боковой стороне, что удобно. Колонок, Remote Control имеется в виду, Edifier ConX Application, 4 пресета и поддержка 9-полосового эквалайзера тоже очень хорошо. Здесь продолжается эти перечень достопримечательностей новой модели. Это и титаниум, обновлен от 1 дюйма до 1,5 дюйма. Про 1 дюйм мы уже поговорили, там не очень понятно. Новый дизайн мидбаса и сабвуфера динамика. Вот это уже существенно. То есть тут все 3 динамики модели, использованные в новой системе, новые, другие. То есть она должна звучать однозначно иначе, чем прототип, которым мы считаем с вами 350-ю модель. High Resolution Audio это очень хорошо, хотя на технике такого класса я не очень понимаю, зачем оно нужно. Вот, пожалуйста, вы видите все опции, которыми славна эта модель. Playback – это ConX Application, то есть экраны, которые я вам их показывал в обзоре этой модели. Комплектация с длинными проводов, которые включены в комплект. Многим людям это очень важно. Использование этой системы, то есть сценарий использования этой системы в домашнем интерьере. Таблица показывает, что это явно прямой преемник. Новая модель от этой модели, но однако в ценовом диапазоне пока в том же это находится. И Edifier Patient Sound.